Знаете, я тут недавно наткнулся на одного итальянского историка экономики Карло Чиполло. Он, между прочим, целую теорию глупости вывел. Прямо 5 законов, как у Ньютона, только про идиотов. И знаете, чем дальше читал, тем чаще ловил себя на мысли. Господи, да это же про мою работу, семью, подъезд и чат родительский в WhatsApp. Ну это он, Чиполло ваш. Загнул про глупость, конечно, аж 5 законов вывел. А по-моему, тут и одного хватило бы, чтобы понять, дураков на свете, как грязи после дождя. Первый закон – мы всегда недооцениваем количество идиотов вокруг. Думаешь, ну вот, собрались нормальные люди. А потом бац, кто-то заклеивает датчики лифта жвачкой или кидает бутылку в костер. И вроде человек выглядел адекватным. До поры. А потом, как из кустов. Сюрприз. Вот серьезно, живешь себе, никого не трогаешь, а тут откуда ни возьмись, идиот какой-нибудь тебе палки в колеса сует. Причем, знаете, иной раз смотришь на человека, ну, вроде голова на плечах, рассуждает здраво. А как что серьезное коснется, такое отчебучит, хоть стой, хоть падай. Второй закон гласит, что глупость не зависит ни от образования, ни от соцположения, ни от марки телефона. То есть дураки есть везде, от ПТУ до Академии наук. И даже среди нобелевских лауреатов. Грустная новость, глупость, как первая группа крови. С ней рождаются. Хоть ты на йоге стой, хоть медитацией занимайся, не поможет. Родился таким, и все тут. Хоть ты его в Оксфорд запихни, хоть в консерваторию, дурь-то никуда не денется. Он там, знаете, про профессоров загнул, про нобелевских лауреатов даже. Представляете, и среди умников, оказывается, свои кадры есть. Тут уж действительно, как говорится, природа-матушка постаралась. Третий закон объясняет, кто такие настоящие дураки. Это не просто те, кто ставит кружку на системный блок. Это люди, которые делают что-то такое, от чего всем плохо, и им тоже. То есть они даже себе не помогают. Если бандит украл кошелек, ну хоть обогатился. А дурак разобьет витрину, порежется, оштрафуется и пошел дальше, гордый. Он как стихийное бедствие. Ни логики, ни плана, просто вредит и все. Как от такого защищаться? Тут уж, как говорится, на дурака не напасешься. И ладно бы он один такой. Они ведь плодятся. Их как будто становится больше, когда ты говоришь «ну, хуже уже не будет». Четвертый закон. Даже умные люди, говорит Чиполло, недооценивают дураков. Думают, ну, дурак и дурак, что с него взять? А он, оказывается, может такого наворотить, что потом расхлебывать долго придется. И самое главное, ни в коем случае с дураками в союзы не вступать. Думаешь, ты его перехитришь, а он тебя так подставит, что мало не покажется. Пятый закон самый страшный. Говорит глупец, это опаснее, чем вор. Потому что вор просто забрал и ушел. А дурак разрушил и себе, и другим, и даже не понял, что сделал. Если бы страной правили просто воры, ну, жили бы бедновато, но стабильно. А вот когда у власти дураки, тогда и начинаются. Мы вводим налог на воздух, запрещаем лук, потому что он злой, и будем бороться с бедностью методом бедности. Вор-то он хоть что-то себе гребет, а дурак просто все вокруг рушит, как слон в посудной лавке. И вот тут Чиполло прав на все 100. Когда у власти дураков много, тут уж пиши пропало. Умные хоть как-то эту дурь сдерживают, а когда дураки наверху сидят, тут уж вся страна кувырком летит. Вывод? Глупость – это не анекдот, а стихийное бедствие. Только если от урагана можно спрятаться, то от дурака никак. Он и дверь откроет, и сам зайдет, и скажет «А чего вы тут без меня, умные такие?» Так что, друзья, берегите себя. И помните, если вы все еще удивляетесь, насколько кто-то может быть глупым, поздравляю, вы все еще человек.